Всем привет! Я Алина, и сегодня я хочу вам показать градиент, штриховку и растушевку. И все это будет в одном рисунке. Я хочу нарисовать лотос и заполнить его тремя разными стилями: градиентом, штриховкой и растушевкой. Для начала нам нужно сделать контур. Ставим ориентиры, где будет располагаться наш рисунок. То есть примерно мы намечаем, какого он будет размера. Далее себе делаем какие-то ориентиры. Кто-то делает черточки, кто-то ставит точечки. Я вот для начала проставила несколько точек, благодаря которым я буду понимать, где будут находиться границы среднего лепестка в лотосе. Как рисовать лотос поэтапно я уже показывала неоднократно. Ссылку на какое-либо видео с лотосом поэтапно я оставлю в описании. Главный важный момент, который сегодня я бы хотела показать, это все-таки три разных заполнения, как мы можем наш рисунок разбавить. То есть помимо того, что мы внутри нашего рисунка можем нарисовать какой-то узор, мы также можем придать объем с помощью градиента, а также какую-то красоту с помощью штриховки или растушевать. Сегодня я показываю рисунок старой хной, которая получилась немного жидковатая, и она не всегда дает вполне качественную ровную линию. Вы можете это видеть на моих контурах, но не обращайте на это внимания. Сегодняшняя задача состоит не в этом. Если что-либо вам не нравится в вашем рисунке, помните, что ничего страшного, если вы допустили ошибку, вы можете ее подправить аккуратненько, например, с помощью сухого наконечника конуса. То есть, если мы давим на него, то кончик иногда может где-то пачкаться. Мы можем где-то что-то исправить, если вытрем кончик конуса и, не давя на сам конус, аккуратно подснимем где-то лишние участки. Ну, не знаю, например, здесь, да, сухим кончиком, без давления, я просто часть хны как бы подснимаю, вот так вот, и линия получается более ровная. Когда мы рисуем лепесточки, если они у нас симметричные, например, как вот здесь вот мы рисовали два одинаковых лепестка, то лучше всего для того, чтобы они были максимально похожи друг на дружку, рисовать их одновременно. То есть часть прорисовали, например, основание до серединки довели, с этой стороны точно так же от основания до серединки довели. Далее мы поставили, где у нас будет кончик, довели его, и также тут. То есть поочередно, по частям сделали одну часть слева, сделали такую же часть справа. В таком случае нам будет легче всего контролировать их соразмерность, чтобы они были похожи друг на дружку, эти половинки. Ну и также внизу я точно так же хочу сделать два небольших, но таких симметричных лепестка. Я начала с серединки, один лепесток, часть второго нарисовала. Потом я нарисовала слева часть лепесточка и рисую справа такую же. Так намного легче, проще и быстрее. Ну и к тому же более одинаково. Когда вы только начинаете рисовать мехенди, важно, чтобы ваши линии были более-менее одинаковыми. То есть следите за тем, чтобы не было разной толщины линий. Например,
Где-то толсто, где-то тонко, и все вот так по-разному. Весь рисунок из-за этого может по итогу казаться грязным, несуразным. Поэтому следите за этим. В принципе, в конце какую-то толщинку мы можем добавить всем линиям. В принципе, с контурами мы закончили. Добавляю где-то, где мне кажется, что не хватает толщины. И теперь нужно немного подождать, чтобы рисунок подсох для следующего этапа. Итак, прошло буквально несколько минут. Рисунок немного подсох, сейчас мы будем его заполнять. И первое, чем я бы хотела его заполнить, это градиентом. Градиент – это переход от одного цвета к другому, либо от одного оттенка к другому. Например, от более темного к более светлому. В случае с натуральной хной у нас нет особого разнообразия среди цветов, потому что хна дает только коричневый цвет. То же самое происходит и с джигуа-гелем, который дает только синий-серый темный цвет. Но благодаря нюансам градиента мы все равно можем рисунку придать некий объем, какую-то узорность. Украсить наш рисунок мы можем с помощью градиента. Итак, чтобы сделать градиент, нам нужно подумать, во-первых, что мы хотим. Я хочу сейчас вам показать самый обычный простой вариант. Это, например, сделать объем у данного среднего лепесточка. Ну и, наверное, еще вот у этих по бокам располагающихся. Ну, еще подумаю. Но самое главное, с чего мы начинаем, это с самого темного пятна. Я хочу, чтобы самое темное было у основания, то есть вот тут. Что я делаю? Просто беру конус с хной, надавливаю, столько примерно, пока нам хватит. Далее я беру ватную палочку, макаю ее в воду. Она сейчас прям сильно впитала влагу, поэтому немного я ее отжимаю. Можно об салфеточку, можно об кожу, и далее буду смотреть. Я начинаю растирать данное пятно. Ввожу ватную палочку примерно, с одной части данного пятна. То есть я не делаю это прям где-то в середине или сбоку. Я ввожу палочку с той стороны, с которой я хочу начать растирку. То есть я хочу увести в более светлый цвет. Мне не нужно всю палочку погружать в темный. Я потихоньку начинаю распределять хну по всему лепесточку. Не по всему, а по основанию, потому что только у основания я хочу, чтобы у меня был какой-либо цвет. Примерно так это происходит. И смотрите, когда хна у вас проявится, вот это место, где самый темный цвет, будет самым темным. Ну а дальше потихоньку цвет будет пропадать и снисходить на нет. Поэтому пробуйте, практикуйтесь и смотрите, насколько насыщенным вам нужно делать данную растирку, данный градиент, как вам нравится, как бы вы хотели. Я вот решила сделать вот так, для начала. Теперь я подожду чуть-чуть подсыхания и, возможно, добавлю еще цвета. Также я хочу сверху тоже, чтобы у меня было темное. Таким образом я могу визуально сделать так, что рисунок вот этой вот частью, самый светлый, будет нам казаться ближе всего. То есть нам будет казаться, что она имеет объем, благодаря тому, что более темное пятно здесь. И вот здесь я сейчас тоже нанесу.
Ну, пока как-то так происходит. Оставляю это пока в таком виде. Добавлю еще градиентов, наверное. Я сейчас подумала, что хочу, чтобы у меня чередовались лепесточки, лепесток, узор, градиент, лепесток, градиент, то есть через один. Поэтому на вот этих вот лепесточках я тоже хочу сделать градиент. И вот на этом сразу наношу темное в места, где я хочу, чтобы у меня была темнота. Ватную палочку смачиваю в воде. Сухой ватной палочкой градиент мы не получим. Получаем градиент как бы благодаря эффекту акварельному, что ли. Если вы рисовали когда-либо акварелью или хотя бы знаете, как она работает, то вы должны понимать, что благодаря воде можно рисовать ей и делать расплывчатость ваших рисунков. Пожалуй, пока вот так выходит. Да. Следующее, как можно украсить ваши рисунки. Их можно украсить штриховкой. Ну, в самом названии штриховки присутствует слово штрих. Мы будем штриховать. Тут все просто. Например, я начну вот с этого лепесточка. Я хочу, чтобы он у основания был заполнен штрихами. Ну и, например, у кончиков тоже так же штришками. Тоже появился некий объем, потому что вот тут получается белое место. Всегда то, что светлее, нам кажется ближе, то, что темнее, кажется дальше. Здесь я сделаю то же самое. Ну и также у нас осталась растушевка. В принципе, растушевка и штрихи это практически одно и то же, за исключением того, что мы делаем растушевку так. Мы рисуем штрихи и, в общем-то, растираем их кончиком конуса. То есть, если благодаря просто штриховке у нас были какие-то направленные линии, то благодаря штриху мы это все дело растираем, и в целом это не выглядит как ровные идеальные линии. Мне растушевка не всегда нравится, потому что это не всегда смотрится гармонично, аккуратно. Иногда это видится как грязь, но в целом, конечно, такой стиль рисования тоже применим, и это вполне нормально. Итак, растушевка делается из штриховки, то есть мы нарисовали линии, и дальше мы их растираем кончиком конуса. Вот такой вот рисунок получается. Ну, для того, чтобы он не смотрелся скучноватым, пока что он немного все-таки так смотрится, я хочу в пустоты, в некоторые добавить еще рисунка.
Пожалуй, все, мой рисунок закончен. Напишите в комментариях, какой стиль заполнения вам понравился больше: штриховка, градиент или растушевка. И как вы считаете, будете ли вы применять это в своей практике? А сейчас все. Всем пока и классных рисунков!